Привет, друзья! Юрий Стоянов – народный артист России, актер театра и кино, чье имя навсегда связано с юмористическим проектом «Городок». Имя Юрия Стоянова известно сегодня всем жителям России, Украины и Белоруссии. Его называют лучшим комедийным актером. А он все так же продолжает играть, причем в его репертуаре появляются далеко не смешные роли. Он вновь и вновь не перестает радовать и удивлять своих поклонников качественным творчеством, любовью и уважением к зрителю. Недавно юмористу исполнилось 64 года. Мы решили рассказать о сложной, противоречивой истории личной и семейной жизни актера Юрия Стоянова. Почему распался его брак, почему сыновья навсегда отреклись от известного отца и жалеет ли Юрий об ошибках прошлого. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, как живет Юрий Стоянов, от каких гонораров он способен отказаться ради родных людей. Родился Юрий Стоянов 10 июля 1957 года в деревне Бородино под Одессой. Именно туда получил распределение после вуза его отец Николай Стоянов, который работал в местной больнице врачом-гинекологом. Мама Елена Стоянова преподавала украинский язык и литературу в сельской школе. Позже, после переезда в Одессу, она стала завучем в школе, а потом получила должность директора в педагогическом колледже. Вскоре после рождения сына семья переехала в Одессу, где и прошло все детство и юность будущего артиста, где он впитал в себя своеобразный одесский юмор и самоиронию. Юра был единственным ребенком, его любили и понимали. Он вырос среди книг по гинекологии, мог наперечет рассказать все их названия, хоть их и было больше 1000. По всем предпосылкам, он тоже должен был стать первоклассным медиком, но еще в детстве мальчик знал, что его призвание – сцена, хоть и не надеялся на понимание семьи. Уже в начальных классах он придумал всякие розыгрыши с педагогами, за что не раз получал нагоняй от мамы завуча. Однажды мама в сердцах сказала, что если он не угомонится, то она выкинет его из окошка. Мальчик на миг задумался, а потом сказал фразу, которая стала пророческой. «Не надо меня выкидывать, ты еще будешь мной гордиться». Спустя годы это пророчество подтвердилось на все 100. В школьные годы Стоянов начал заниматься в драм-кружке, организованном Одесской киностудией. Помимо этого, Стоянов посещал поэтическую студию, учился в музыкальной школе по классу гитары. Юра не только отлично играл на гитаре, но и прекрасно пел, сочинял пародии на знакомых, в основном на педагогов. По вечерам их компания собиралась во дворе. Юрий угощал всех гигантскими бутербродами, принесенными из дома, и развлекал своей игрой и пением. У него было очень много друзей. После окончания школы Стоянов принимает решение поступать в театральный. Молодой человек отправился в столицу и в этом же году стал студентом актерского факультета ГИТИСа. В студенческие годы Стоянов так и не проявил свой талант. После получения диплома Юрий попал по распределению в Большой драматический театр имени Товстоногова, где также не смог выделиться на фоне других артистов. Первая встреча Юрия Стоянова и Ильи Олейникова, положившая начало долгого сотрудничества, состоялась на съемочной площадке картины «Анекдоты». Для Стоянова это был дебют в кино. Оба артиста получили совсем незначительные роли и решили, что их просто недооценивают. Позже в разговоре выяснилось, что они еще и родились в один день, правда с интервалом в 10 лет. Какой из этих факторов был определяющим в решении создать творческий тандем, сказать трудно. Но судьба неспроста свела этих двух комиков, и вскоре они уже трудились над выпуском новой юмористической программы. До выхода их знаменитого «Городка» было еще 4 года, а пока артисты стали соведущими передачи «Киргуду», потом засветились в «Адамовом яблоке». В 1993-м зрители увидели первый выпуск программы «Городок». Эта программа очень быстро завоевала сердца миллионной аудитории и продолжала занимать высокие места в рейтинге на протяжении целых 19 лет. За эти годы артисты примерили на себя множество ролей, и мужских, и женских. Они были единственными исполнителями всех образов. Программу продолжали снимать вплоть до 2012-го, пока был жив Илья Олейников. Смерть самого близкого друга и бессменного коллеги очень серьезно отразилась на Стоянове. За долгие годы работы они успели подружиться. Юрий Николаевич тяжело переживал утрату друга и отказался участвовать в шоу в одиночестве. В студенческое время актер пользовался популярностью среди сверстниц. Стоянову приписывали роман с Татьяной Догилевой, которая не стала отрицать, что была влюблена в молодого актера. Из-за их отношений она стала хуже учиться и вскоре бросила Юрия. Юноша тяжело это пережил и даже находился в депрессии из-за болезненного расставания. Первой женой Стоянова стала искусствовед Ольга Синельченко. В браке у них родилось 2 сыновей – Николай и Алексей.
Союз Юрия и Ольги продлился всего 5 лет, после чего актер ушел от жены к редактору Марине Венской. Это и стало причиной разлада между отцом и сыновьями. Николая и Алексея, которые после развода родителей переехали во Францию вместе с матерью, воспитывал отчим, ставший им по-настоящему близким человеком. Они взяли его фамилию и отчество и предпочитают умалчивать о родстве со знаменитым актером. Даже по прошествии многих лет Ольга не смогла простить своего первого мужа и на все вопросы о нем отвечала: «Я не знаю, кто такой Юрий Стоянов», а по поводу отношений сыновей с отцом заявляет: «Это не Юра не общается с детьми, а дети не общаются с ним». Стоянов избегает разговоров о сыновьях. Видно, что ему до сих пор тяжело касаться этой темы. Юрий неоднократно говорил, что совершил много ошибок в прошлом, за которые ему приходится расплачиваться до сих пор. Второй брак актера с Мариной Венской, из-за которого он оставил жену с 2 детьми, просуществовал 12 лет. Супруги расстались из-за нежелания Марины заводить наследников. В настоящее время женой Стоянова является женщина по имени Елена. У его избранницы 2 дочери, и все заботы о них артист взял на себя и воспитывал как родных детей. В 2003 году у пары родилась дочь Екатерина, и в зрелом возрасте Стоянов отнесся к отцовству совсем по-другому. В своей любви к падчерицам и дочери актер компенсировал дефицит общения с сыновьями и постарался не повторять ошибок молодости. Поначалу об общих детях супруги даже не задумывались. Елена Стоянова признавалась: «Мы познакомились, будучи уже зрелыми людьми, у каждого уже были дети, об общих не думали. Больше скажу, я не очень и хотела. А потом созрели, что пора, иначе потом будет поздно. И появилась Катя, хотя оба были не молодые. Дети вырастают, а пощупать, поцеловать что-то тепленькое хочется по-прежнему». Вместе с Еленой они живут уже более 20 лет, и этот брак оказался счастливым, крепким и гармоничным. Супруга часто сопровождает актера на съемках и говорит: «Я знаю, что он любит, что не любит, что он может сказать, а о чем промолчит и будет носить в себе. Ему спокойнее, когда рядом близкий человек, а для меня это главное. Я ему и директор, и личный помощник, и жена, и кошелек». Сегодня артист признается, что самое большое счастье – это возвращаться после работы в дом, где его всегда встречают жена, ребенок и собака. А себя Стоянов называет человеком второй половины жизни. Ведь и признание в профессии, и личное счастье пришли к нему уже в зрелом возрасте, когда он сам оказался к ним готов и сумел оценить их по достоинству. Юрий Николаевич говорит, что ему не нужны шикарные хоромы. Его квартира на Кутузовском проспекте Москвы не самая большая, зато отделана со вкусом и любовью. Главным в доме является кабинет, где маэстро работает, а также коллекция гитар и вещи Чарли Чаплина. Стоянов имеет 55 уникальных вещей великого комика. Квартира звезды условно поделена на 2 зоны – гостевую и приватную. В первой – гостиная, кухня и спальня, во второй – кабинет и комната гостей. Обустройством жилища занималась жена, а также профессиональные дизайнеры. У Стоянова было несколько пожеланий к своей коллекции, а также он хотел, чтобы дома было светло и уютно. У актера есть дача в деревне Васкилово Ленинградской области. Ее нельзя назвать загородным домом для проживания круглый год. Юрий отмечает, что это место предназначено исключительно для отдыха в теплое время года. Хозяева могут наслаждаться видами соснового бора. Буквально в 100 метрах от дачного дома находится озеро Лемболовское. Стояновы любят кататься здесь на водном мотоцикле. Во время пребывания семьи на даче Юрий сам жарит шашлыки по собственным рецептам, которыми с удовольствием делится с друзьями и знакомыми. Несколько лет назад артист отказался от лестного предложения выступить на одном мероприятии. Все ради того, чтобы встретить Новый год в кругу родных и близких. Мне позвонили из одной государственной корпорации, очень крупной, и попросили 31 декабря провести новогодний корпоратив в Дубае. К гонорару прилагался недельный отпуск вместе с семьей. Я тогда им честно сказал, что никогда, нигде и ни за какие деньги в новогоднюю ночь я не работаю. Но они продолжали меня уговаривать и попросили назвать сумму, за которую я готов выступить на этом мероприятии. И я решил назвать какую-то такую цифру, которая сразу бы их испугала и оттолкнула. Такую, чтобы они мне больше не перезвонили. Поэтому я вспомнил все гонорары Киркорова, Баскова, Галкина и сказал $125 тысяч. И сам испугался. В трубке я услышал такой облегченный выдох. «А мы уж думали, вы сейчас как загнете. Да нет вопросов, мы согласны. А я все равно отказался и не полетел», – рассказал актер. К слову, деньги в жизни Стоянова, как и любого человека, играют далеко не последнюю роль. Актер признается, что живет в достатке, однако ему не удается делать накоплений. Юрий Николаевич получает пенсию в размере 23 тысячи рублей в месяц, а также надбавки, в том числе за звание народного артиста России.
Московская надбавка за звание народного артиста – 30 тысяч рублей. Со всеми выплатами Стоянов получает 61 тысячу рублей. Друзья, давайте пожелаем любимому артисту наслаждаться каждой минутой и жить невероятно счастливо. Пускай любовь всегда согревает изнутри, здоровье дарит силы и энергию, а деньги – новые возможности. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч. Пока.